Согласитесь, часто так бывает, что мы покупаем какие-то экзотические фрукты в супермаркете. Они нам нравятся по вкусу, раскусили, а внутри еще и семена. Возникает непреодолимое желание, соблазн вырастить эти растения из этих самых семян. Но прежде чем начинать это делать, я очень советую решить для себя две важных проблемы. Первая проблема. Определите цель, для чего вы это делаете. Одно дело попытаться получить урожай вот таких вот фруктов экзотических. Совершенно другое просто вырастить растенице какое-то и хвастаться своим близким и знакомым вот таким экзотическим растением. И, наконец, второй момент важный. Обязательно изучите это растение. Что ему требуется. Даже не для плодоношения, а просто для того, чтобы выжить в ваших домашних условиях. И вот когда вы для себя эти две вещи уясните, вот тогда, в принципе, можете сеять семена этих экзотов. На самом деле ведь никто не может запретить вам что-то выращивать. Если есть любопытство, если есть желание, конечно, сейте и выращивайте. Ну, теперь давайте более конкретные примеры про те или иные экзотические фрукты. Вот эти плоды, это плоды мушмулы японской. Они продаются здесь в супермаркете, хотя урожай собран, насколько я знаю, в Испании. Очень вкусно, слегка терпковатый вкус, очень сочная, очень вкусно. И вот внутри, как видите, такие довольно крупные, сейчас достану, видите, такие шайбы, которые, естественно, как я сказал, возникает соблазн посеять. И я в свое время посеял. Я показывал вам видео, как я у себя на участке в Запорожье выращиваю мушмулу японскую. В этом своем видео, я ссылку оставлю в описании, перейдите, посмотрите. Я очень четко сказал, что я ни в коем случае не претендую, что я получу урожай вот этих великолепных плодов. Нет, для меня было важно провести своеобразный, если хотите, научный эксперимент. Сможет ли это растение жить в Запорожье? А это растение вечно зеленое. Не путайте с мушмулой германской, это мушмула японская. Как оказалось, в принципе, возможно. Уже, по-моему, 4 сезона она у меня зимует. Даже в этом году, когда осталась без меня, без всякого укрытия на зиму. Тем не менее, насколько я знаю, опять же вам показывал, она благополучно перезимовала. Никаких плодов, повторюсь, я с нее не жду. Почему? Потому что это растение, я изучил информацию о нем, имеет определенные интересные особенности. Дело в том, что цветет она не как все растения весной, а она цветет, наоборот, осенью, когда холодает, с первым похолоданием, то есть, ну, грубо говоря, где-то в ноябре. Цветет и образуется завязь. Так вот, эта завязь очень чувствительна к низким температурам. И в южных регионах, в южных странах, я бы так сказал, она, в принципе, нормально плодоносит, переживает зиму, эта завязь. Но в условиях Запорожья, где температура может, в принципе, даже в теплые зимы опускаться ниже минус 10 градусов, как и вот этой зимой, естественно, эта зависть опадет. Поэтому, ну, даже теоретически, выращивая ее в открытом грунте, я плодов, конечно, никаких от мушмулы японской не получу. Следующий популярный фрукт — это, наверное, хурма. Многие покупают хурму в супермаркетах и обнаруживают там крупные косточки. Тоже когда-то снимал видео об этом. В условиях Украины, в принципе, хорошо зимует хурма виргинская. Остальные виды хурмы, их множество существует. Хурма восточная, хурма кавказская. В условиях Украины будут вымерзать. Может быть, год-два будет нормально, а потом все равно вымерзнет. А вот хурма виргинская, в принципе, для условий Украины подходит. Причем, ну, насколько я знаю, во всех областях Украины, в принципе, можно выращивать. А что вы купите в супермаркете? Ну, скорее всего, уж точно не хурму виргинскую. Скорее всего, это будет что-нибудь из хурмы восточной, например. Ну, а если на рынке, возможно, это будет хурма кавказская. Поэтому, опять же, изучайте, что вы покупаете и стоит ли это выращивать. Следующий вариант популярный – инжир. Много покупают вот такие крупные плоды инжира и думают, что если мы посадим семечку из этого плода, мы получим точно такие же большие фиги.
извините, фиг там получим. Почему? Потому что, как правило, в супермаркетах продаются инжир южных сортов. А южные сорта, как правило, требуют опыления. И опыляются они не просто ветром там, или пчелами, они опыляются специальным насекомым, оса бластофага называется. А в условиях Украины эта самая оса бластофага не живет просто, холодно ей здесь. Поэтому, купив вот такой южный экзот, посадив семена, да, растение у вас вырастет, но плодов на нем вы так никогда и не дождетесь. Гораздо проще. Кстати сказать, с виноградом та же история. Некоторые пытаются выращивать виноград из семечки. Ну, я не вижу в этом смысла. Гораздо проще инжир и виноград выращивать из черенков. Тем более, что рынок Украины насыщен, я бы даже сказал, перенасыщен саженцами и черенками и винограда, и инжира. Инжира самоплодного, качественно, который вы можете совершенно спокойно, без проблем выращивать на всей территории Украины. Единственное, надо продумать укрытие на зиму. И вы всегда и гарантированно будете с плодами этого вкусного фрукта. То же самое касается и выращивания, скажем, маракуйи. Тоже многие покупают, пытаются выращивать семена, и они у них вырастают. Но вот получите ли вы с них плоды, большой-большой вопрос. Хотя в Украине выращивают множество разновидностей маракуйи и вполне успешно. Кстати сказать, когда-то я показывал вам, там, правда, я не маракую, но кое-что похожее, маракок так называемый. Я его посадил, выращивал и получал с него урожай. Просто изучите растение, вот я о чем вам говорю. Нужно ли ему опыление, как он будет зимовать, будет ли он расти у вас в открытом грунте, в катке или в доме. И опять же, что вы хотите с него в конце концов получить? Либо урожай, либо просто экзотическое растение. Ведь никому же, по большому счету, не придет в голову, что если посадить финиковую косточку, например, вы получите плоды фиников. Для того, чтобы это сделать, во-первых, нужно два растения, женское и мужское. Во-вторых, это должна быть здоровенная высоченная пальма, которая не зимует в условиях Украины открытого грунта. Финиковая пальма, я имею в виду. Поэтому, естественно, урожая вы никакого от нее не получите. Или, скажем, кофейное дерево. Посадив зернышко кофе, не ждите, что вы получите мешок кофе для своих нужд. Нет, это скорее будет экзотическое растение у вас на подоконнике. Конечно, все то, что я вам только что рассказал, скорее я адресую начинающим садоводам, которые действительно испытывают какой-то ажиотаж, увидев эту семечку в этом экзоте. Опытные садоводы, в принципе, всегда знают, для чего они сажают ту или иную экзотическую культуру. Например, можно взять косточку граната, посадить ее, вырастет хороший сеянец у вас, на которой, в принципе, можно привить какой-то культурный сорт, то есть прививка. Или, скажем, выращивают, как я, например, мушмулу японскую, чисто для удовлетворения какого-то своего любопытства, назовем так. Но это уже, понимаете, совершенно другая история. Опять же я к тому, что если вы хотите вырастить, загорелись прямо, хотите вырастить какой-то экзот, решите, для чего вы это делаете. И, наконец, если вы все-таки решили это делать, несколько очень важных правил. Итак, правило первое. Обязательно эти косточки как следует очистите от мякоти и промойте водичкой слегка. Для чего? Потому что мякоть может вызвать загнивание этих косточек. Второе. Сейте в стерилизованный, покупной, рыхлый грунт. Это очень важно. Вы создадите фактически идеальные условия для прорастания. Как правило, семена этих южных культур, они не требуют стратификации. То есть не надо их длительно обрабатывать холодом. Вы их можете сразу посеять. Причем мелкие семена, например, такие как у киви, например, их нужно сеять фактически по поверхности. А семена этих культур, таких как мушмула японская, крупная, нужно посеять все-таки, конечно, поглубже. Хотя бы на глубину одного диаметра этого семечки. То есть буквально на пару сантиметров. Естественно, после посева обязательно поддерживайте влажность. Семена любых культур, в том числе экзотических, если они начинают прорастать, они ни в коем случае не требуют пересушивания, иначе они сразу же погибают. Еще одно очень важное правило. Как правило, для прорастания этих экзотических культур требуется высокая температура. Не ниже, пишут обычно плюс 25 градусов, 23 на своем опыте скажу. Где-то так, плюс 23 и можно даже выше. Скажем, та же самая маракуйя, маракок, который я выращивал. Я показывал, семена у меня прорастали на батарее, то есть при очень высокой температуре. Таковы требования. И если вы создадите все такие идеальные условия для этого экзотического растения, вполне возможно, что
оно будет хорошо себя чувствовать, оно рано или поздно зацветет и, может быть, даже начнет плодоносить. Ну и, конечно, совсем уже идеальный вариант, если у вас есть зимний сад, если у вас есть какая-то оранжерея, где эти растения могут нормально переносить наши украинские зимы. Ну вот, такие, собственно говоря, мои рекомендации. Это скорее ответ на те комментарии, которые звучат. А можно ли вырастить семечку этого растения, а можно ли, вот я купила, вырастить это растение? Все можно, никто вам запретить этого не может. Но обязательно изучите, что вы выращиваете и для чего. На сегодня все. Хороших вам урожаев в этом сезоне и всего доброго.